простите, мы не можем, потому что там закрыто. Час не можем достать блядь, аккордеон. Давайте достанем его. Ну чё проблема? Стул, блядь, ну реально, блядь, мужики, вы чё? Блядь, мужики, реально, вы чё, блядь? Ну стол поставить не можете, что ли? Я думаю, что, знаете, я думаю, что у нас, я думаю, то, что все получится, я верю в это, да? Не первый раз играем эти спектакли, и это большая радость, что мы играем в таборе, да, всем классно, да, от этого. Я думаю, что нужно как-то это классно сделать, блядь, ну правда, как-то, ну осознанно, что ли. Ну не давить, да, блядь, из тюбика целые маски красок, блядь, ну по чуть-чуть, типа. Я думаю, сразу можно добавить. Тебе сразу с ними вступить. Там затавка, да? А? Как ты? А, братишка, здорово. Сделали, твари, блядь. Любит так ее резать. Фишка. Что, реально у тебя не ожидается? Слушай, а ты можешь залезть внутри так же, как ты залез, и ты можешь на подоконник уже пройти, не лазить в дырку. Еще раз. Вот не так полезть, а вот так. Нет, там вообще непонятно. А дальше попробуем. Экскурсию сделали. Короче, мы здесь проводили, у нас была эта подпольная школа, мы здесь проводили занятия, подпольно вела. Подпольный был у нас урок английского языка, вела Олеся, она умерла. Вот. Но нам нужно будет, знаете, что для спектакля? Парты и столы. Это на втором этаже. Ну, это, кстати, страшная школа, тем, что, знаете, тут реально есть призраки. Ну, потому что я тут тусил прям жестко один, и тут реально, типа, там дети бегают. Ну, знаешь, типа, прикольно, потому что они пользуются это как складом, и можно прийти, допустим, для спектакля взять вот эту штуку. Я, допустим, думаю, для мутабора мы ее возьмем, для первой сцены, да? Я бы взял эту хуйню. Вот. Дай хочешь отвезти.
Ну все домой. Проспект Мира. Да, да. А я думал, на читку поедем, нет? Ты не поедешь на читку? Все вместе? Да. Давай тогда вот так. Давай. Читка это где? Читка, это помнишь, мы на заброшку это лазили? Шапотки? Нет. А что там, которые замусорены все? Да. Ну и что там будет? А я думаю, на дне там делать. Спектакль? Да, да, там же прям в соседнем здании Горький писал на дне. И ты прикинь, за 100 лет, типа, как все изменилось, а рядом были эти доходные дома. И за 100... Блядь, чертину, блядь. И за 100 лет, типа, изменилось, что теперь там, где Горький писал, там все вылизано. А в другом... Сверху. Прям вот так сверху? Она выдержит? А вот тут же был вход, да? Да. Надо как-то отклонять. Мне мало места, да? Мало. Да нет, тяжелый. Чё? Просто дверь открываете и все. Ребят, ну очень долго, я не понимаю просто. Через меня это все. Нам дверь просто заблокировали. Ну и что, я предлагаю, знаете, что? Давай, короче, Тимофей, все-таки вот эту хуйню разгребем. Какую где? Вот это все, блядь. Давай. Вот это вдвоем потаскаем к стене. С удовольствием. Так, давай. И к стене. Вот к этой. Ну, прям к стене вплотную. Давай сюда поставим. это вот как называется? Не комедия просто, реально. Подвальный рэп, короче, ладно. Водочки надо было взять, ребят, на огурчик. Ты взял бы? Потому что мне не Я не могу добраться иногда до Лефтинска, потому что у меня нет денег на метро, а там контролеры. И я просто еду на другую станцию метро, чтобы залезть в метро. У тебя объективчик, типа диафрагма какой? Нехорошо. Какой гробница, ребята? Это Иерусалим? Я просто не понимаю пока что происходит в этой реальности. Ты поднимайся. Куда? Наверх. Томочка, я, конечно, готов посмотреть эти русские. Но мне говорят, стопать. Вы на сколько идете? Вечный энтузиазм скоро иссякнет. И останется только крошки на выданной земле. Вы это, аккуратнее. Мои ноги ускользают, Тимати.
Вы, конечно, выбрали ракурс еще один из поля зрения. Но будьте честны. Все обязательно когда-то кончится. Здесь, в этой комнате. Ну, будет опасно, но все же не без... Если третий, можно сначала начать. Давайте сначала начнем. С самого начала? А кто? Да, там непонятно кто за кого, да. Ферзь, тоже включи, пожалуйста, третий акт. Ой, этот на дне, короче, Горький, третий акт, блядь. Что именно? Ну, Горького, блядь. Сейчас почитаешь за кого-то, блядь. Что там? Горький? Горький на дне. Что именно надо? Горький на дне пьесы читать. Сейчас будешь за кого-то читать. Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили. Куда кто хочет, туда и ползет. Человек должен определять себя к месту, а не путаться зря на земле. А с которому везде место? Стало быть, он бродяга, бесполезный человек. Нужно, чтобы человеку польза была, чтобы он работал. Ишь ты! Да, как же? Что такое странник? Странный человек, не похожий на других. Ежели он настоящий странник, что-нибудь знает, что-нибудь узнал эдакое, ненужное никому. Может, он и правду узнал там. Но не всякая правда нужна, да. Он про себя ее храни и молчи. Ежели он настоящий, то странен, он молчит. А то так говорит, что никому непонятно. И он ничего не желает, ни во что не мешает, людей зря не мутит. Как люди живут, не его дело. Он должен преследовать праведную жизнь, должен жить в лесах, в трущобах, невидимо. И никому не мешать, никого не осуждать, за всех молиться, за все мирские грехи и за мои, за твои, за все. Он для того и суеты мирской бежит, чтобы молиться. Вот как. Что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Понимаешь, это оно, это огромное. В этом все начало и концы, все в человеке, все для человека. Существует только человек, все же остальное дело его рук, его мозга. Человек. Это великолепно, это звучит гордо. Человека надо уважать, надо жалеть, не унижать его жалость, уважать. Надо выпить за человека, барон. Хорошо это чувствовать себя человеком. Я арестант, убийца, шулер, ну да. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня как на жулика и сторонятся и оглядываются. И часто говорят мне: мерзавец, шарлатан, работай. Для чего? Чтобы быть сытым. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытым. Не в этом дело, барон, не в этом дело. Человек выше сытости. Старик хорош был, закон души имел. Кто закон души имеет, хорош. Кто закон терял, пропал. Какой закон, князь? Такой, разный, знаешь какой. Дальше. Не обижать человека. Вот закон. Это называется уважение. Это называется уложение о наказаниях уголовных и исправительных. И еще. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Коран называет. Ваш Коран должна быть закон. Душа должна быть Коран. Шипит дьявол, а князь верно говорит, надо жить по закону, по Евангелию. Живи. Попробуй. Магомед дал Коран. Еще раз. Магомед дал Коран, сказал: вот закон, делай, как написано тут. Потом придет время, Коран будет мало, время даст свой закон, новый. Всякое время дает свой закон. Сейчас нужно помолчать. Свет включите.
Слушай, ну это типа идея давно вообще. Тележка стояла раньше. Откуда ее выкатывать? Блин, Андрюша знает. Этот, идея, короче, да давно, мне кажется, там... А? Ну, как-то там, типа, Олег предложил, давай что-нибудь, типа, поставишь, я хочу много земли. А я уже давно думал, типа, над эстонскими сказками, типа, ставить, потому что там я родился в семье оккупантов, короче, и, типа, в Эстонии. Вот хотел, типа, поставить по этим сказкам. И родилась такая идея. И вот мы решили сделать. Сейчас мы идем в быстрый прогон, где чего параллельно там, если надо краситься, но это делается параллельно, как все эти дела. Делаем технически по точкам. Раз вышли, тут я стою, там сделали и прочее, прочее, прочее. Дорогая. Так, через стенки вниз, потом вверх, и Раз, два, три. Здорово! Дай вам Бог здоровья. И вам. Спасибо. иногда игрушки были странные. Он мог поднять железку и сказать что-то словами из рекламы. Видимо, вот у него какие-то ассоциации.
У меня ощущение, что я полностью еще от своего сына и не отделилась. Вот я чувствую его и состояние, и настроение. Он может даже мне ничего не говорить, и может даже как-то не общаться, не разговаривать, не быть рядом, но я его чувствую. Я чувствую его состояние. Короче, 22 года брейкеры. 23 даже. Меня познакомил с рэпом мой брат. Он умер. Он ко мне, короче, приставал, блядь. Не охуели, да? Я не умею, типа, там стендап, всякая хуйня, блядь. Но я знаю одно, типа, вот, блядь, у меня вот есть правда, да? Типа, блядь. И мне поебать, по большому счету. Ну да, вот он умер. Я ничуть не жалею. Ну хотя, может, блядь, и жалко тоже в какой-то степени, блядь. Ну дела семейные, короче. И, в принципе, ну я тоже такой, блядь, семейный. Типа, чисто семья его слушает и все, блядь. К тебе всегда в заснеженном обмороке, истолковавших словах далее, совсем так далеко никогда не заглядывал в промокшем осеннем листопаде прошлого. Я к тебе подошел в гипсе, секунданты были рядом, расторопно расставив в лучшем сентябрьском затмении луны. Она на приходе с косой, кости попереламывать в петлю. Твои легкие сердце, что-то еще. Мое глубинное сердце стучало так быстро, что мысли летели с высоты птичьего полета. Это все планета, это Я закончила щуку курсового в 2020 году. Ну все, что еще работаю? Ну, не знаю. Поешь, танцуешь? Да, ну я же, да. Я в театральном институте училась. А можете попросить немного импровизировать? Спасибо. Короче, ну если что-то надо, я, ребята, все выучу и все сделаю. Просто да. А чего У меня не очень кроме того, что там, кроме денег, типа, работает? Нас, мне кажется, не дождешься. Да, я знаю, что у вас нет денег. Вы сидите в какой-то заброшке, где закрыты ворота, и разбросано стекло, и говной палки. Ну, в смысле, я тут сюда не за деньгами пришла, я просто хочу подняться. Говная палка нет. Палки, ладно? Да внизу, там, пусть, если можешь. Мусора. Ладно, короче, я пришла, потому что я хочу заниматься театром. И ну, как бы не классическим. И мне просто нужно какое-то дело, мне нужно во что-то верить, поэтому я пришла к вам. Все. Как бы пусто просто. Просто сейчас такой сложный год, как вы понимаете, у всех выдался. И
все какие-то идеалы мои разрушились, я вообще ничего не понимаю, перестала что-либо понимать. И все мои друзья уехали, и, короче, одиночество и депрессия. И вот, собаку завела. Да, и еще проблема, что бабла никогда нет, вообще ни разу в жизни не было бабла. И поэтому все свое время, которое я могла бы потратить на что-то стоящее, я трачу на миллион херовых работ. Знаешь, что я тебе посоветую, значит, мне кажется, тебе надо сходить на группу анонимные алкоголики. Кстати, группы бесплатные? Да, бесплатно, конечно. На группу анонимные алкоголики. Я не такое. А? Нормально, я не забыла. Ну сходи, выскажись там. Типа реально выскажись, типа там. Сказали, просто скажи, сказали тебе сходить на анонимные алкоголики, типа, общаться, вот, там, чистоты сколько? Ты вчера пила, да? 0 дней, там. Чуть-чуть выпила, да, как бы там. Переживаю, блядь, 26, работы никакой, типа ничего нет, может нет, 26, жизнь закончилась, за 3 года хуй знает чего добить. Вот прям так как бы и говори, как бы. Анонимных алкоголиков, мне кажется, тебе поможет. Расписание групп я могу тебе скинуть там. А что такого-то? Выздоравливать это дело, ты чё? И я тебе честно, знаешь, что тебе скажу? Раньше, знаешь, как я думал? В моей жизни самое главное это театр. Работа, кино, творчество. В моей жизни это самое главное. Знаешь, что я сейчас говорю? Самое главное в моей жизни это оставаться трезвым. Блять, я вот такую штуку сейчас говорю. Я действительно говорю, что это действительно для меня очень важная вещь. Я знаю, что оставаясь трезвым, у меня будет то-то и то-то и то-то. Все. Поэтому, если вы действительно чувствуете какие-то... Ну, это я про себя. Но если вы действительно чувствуете какую-то такую, я вот прям действительно вам советую сходить на группу анонимных Это алкоголиков. мне еще не на таком уровне, чтобы просить помощи. На стороне я сама могу. Я не пила сейчас почти год, и просто сейчас... Почти год. Что такое год? Да очень много. Я не кололся и не употреблял 4 года. Очень много. 4 года не пил, не курил, ничего не делал. Вышел за год, скололся, блядь, отправился в кому на 14 дней. Ну, типа, чё? Что такое год, блядь? Реально. А скажите, пожалуйста, квинтиапин не пришел? Это капли, да? Я не знаю, что вы Нет, не заказали. капли. Ну дай бог, просто капли, они такие жесткие, блядь. Гепатин, да. Паспорт нужен? Так. Паспорт не нужен. Ага. Это, да? Да. У вас здесь 0,3, а вы заказали 500. Но мне нужно пополам. Рецепт. А? Рецепт какой-то еще есть у вас? Вот, только квинтиапин. Да в смысле, блядь, прошу прощения, блядь? Стоит, блядь, пьет там. Я что ли один вот это все, блядь, должен реально делать, блядь? Где скотч? Сейчас узнаю. Блядь, у меня других дел, сука, нет. Стоят, блядь, там. Пиздят, попивают. А я мне говорил замотать вот эту штуку? Маша, вот это? Маша, наверное, не говорила. Да я Тимофею говорю. Не говорил? Нет. А догадаться можно? Я спросил, ну, сейчас скотчем это надо, пока нет. Я виноват. Ну да. Нет, никто не виноват. Просто... Да виноваты! Я виноват, и ты виноват. Мы просто сейчас, не допоняли друг друга. Ничего страшного, сейчас, значит, давай я сделаю. Что? Да не хули, блядь, ты сделаешь? На тебя просчитывать нельзя. А хочется. Ну нельзя, но я сейчас могу сделать. Давай разбор полета, сейчас очень мало времени осталось, давайте разбор полета потом устроим и определимся, не знаю еще. Чё? Ну, короче, разбор полетов можно оставить на попозже. Давай. После спектакля.
Но это будет разумно, потому что мы тратим очень много времени. Да, согласен, блядь. Просто, понимаешь, типа, хочется это, типа, готовность какую-то, типа, проявлять, Ты типа. надо четче дать задание ко мне. Вот, Марк. Ну вот что делать, блядь, подготавливаться! Что вы все тут побиваете? Идите, блядь, соберите всех! Не-не-не, Вась, нагрузка рад. Стой, знаешь, что надо? Нужно держать это и вот здесь вот обмотать, вот здесь, вот с этого угла. Еще, да? Да. Ну снимайте ее. Я бы хотел сказать, что это такой показ, получается, для бездельников, да, вот в четверг в 3 часа дня. Мне кажется, только могут прийти бездельники в какой-то степени, да, там. Или фрилансеры, да, я как бы шучу. Да, вот, мы решили играть днем, потому что там солнечный свет для нас это очень важно, да, там тема серьезная, да, вот, нужно понимать в нашем мире и на сегодняшний день, да, это все серьезно как бы происходит, да, то, что происходит, вот. Я бы хотел пожелать вам хорошего просмотра, да, и хорошего просмотра, и знаете чего? Что-нибудь. Ну и что-то хорошего тоже. Ну вот, ладно, спасибо. Мы тут посовещались всем педсоветом и решили дать задание нашим школьникам из произведения Льва Николаевича Толстого «Одумайтесь». Что из этого вышло, мы сейчас посмотрим. Опять война, опять никому не нужны, ничем не вызванные страдания. Опять ложь, опять всеобщее одарение, озверение людей. Люди, десятками тысяч верст разделенные друг от друга, сотни тысяч таких людей. С одной стороны буддисты, чей закон запрещает убийство не только людей, но и животных. С другой стороны христиане, проповедующие закон братства и любви. Ищут друг друга на суше и на море, как дикие звери, чтобы убить, искалечить, замучить друг друга самым жестоким и беспощадным образом. Сейчас Макдональдс откроется под новой торговой маркой «Весело и вкусно». Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, булочку за баллы спасибо? Спасибо. Здравствуйте, можно капучино, пожалуйста? Спасибо.
Я тут французский учу. Да? Ну, только я онлайн. Во Франции ты находишься? Хотела когда-нибудь. Но я типа не хочу а-ля переезжать и там с нуля начинать. То есть нужно же беречь, когда ты значимый человек. Ну да, тебе больше делать шаг назад. Ну да, Шаг назад, типа, делать там в Европе, там, типа, это вообще. Ну, бля, ну жестко, да? Жестко. А доску ты сам повесил? Да, конечно. Я вообще все принес. Вообще все откуда-то я могу рассказать вообще. Тут вообще ничего не было? Вообще ничего. То есть я вообще все принес. Практически. А вот спальня. Я тоже все притащил, все вещи. А там была не спальня? Нет, это спальня. Вау, какая кровать. Это спальня? Да. Это мне подарили в окне кровать. Что Это мне такое подарили окно, вот такой секонд-хенд. Это мне подарила Индира. Блин, Стул я не помню откуда принес. Мне вот это тоже подарил. Этот Индира. Это вот мечеть. Мне нравится мечеть. А очень успокаивает реально меня. Когда смотрю на мечеть, мне кажется, что, ну, она типа успокаивает, помогает мне это мечеть. Все вообще шикарно. Ну, да, но со всеми хата получше. Я был недавно, смотрел на радуге. Был на радуге? На радуге, да. Это когда было? Да вот позавчера, что ли. Ого. Просто съездил, посмотрел радугу. И посмотрел этот суперметалл на улице, вот это вот пространство. Ну так, что-то ничего. Ну, типа, может, классно, типа, ну так. Ну, такое сложное пространство, но там, мне кажется, такие вечеринки, радуга, ладно, радуга, мне кажется, окей. Типа, но за такие вечеринки, может быть, и стыдно должно быть. Как бы, мне кажется, стыдно. Сейчас просто тусить. Стыдно просто тусить? Конечно. Ну, как бы, просто, ну, как бы, я не знаю. Типа, мне кажется, мне тут очень близок Филипп Миронов в том плане, что, блин, как бы, говори свою позицию и тусуй. Типа, а тут как бы нет никакой позиции, как бы при этом. И типа, и просто какая-то долбёжка, просто тусуют, мне кажется, это странно. Ну потом, ну типа, что детям скажу, типа, вот там, или там внукам, да, вот я в это время тусил, типа.
Прослушивайте эту волшебную медитацию, чтобы привлечь энергию изобилия в свою жизнь. Это успокоит ваш разум, настроит подсознание на частоту изобилия, а скрытые аффирмации помогут убрать негативные блокировки. Слушайте каждый день, и поток изобилия даст вам все, что необходимо. Изобилие окружает меня. Богатство — это моя реальность. Я вижу чудеса. Бесконечные возможности. Я жил до этого в 8-м районе. Я, в принципе, и сейчас там могу жить, но мне не очень там нравится. Мне мало места. MTV экскурсия, пойдем? Значит, это я делаю кухню. Ну еще тут ничего нет. Тут гостевая, иногда друг ночует. Ну не друг, а там чувак. Это моя спальня. Здесь я сплю периодически. Это мастерская, которую дал корешу. Вот он нарисовал, это мой портрет. А это работа
Закрой глаза, что-то типа того, какая-то такая. Это стравон Стаса Фалькова. Это моя мастерская на бардак. Естественно, мне надо еще работать, блядь. Там гардеробная, ее тоже нужно довести до ума. Вот так и живу. Так и живу. Я сразу, все люди, кто уехал в Париж, писал им, что там по заброшкам, есть ли заброшки, типа, какой-то такой момент. И мой друг Стас Фальков, он такой, вот да вот, и скидывает мне фото вот этого здания, я говорю, блядь, что за заброшки, интересно. Я приехал и в Париж, добрался до него, проездом был в Стамбуле тоже нашел заброшки. Там, в принципе, тоже есть какая-то такая, ну, жизнь можно было тоже сделать там на острове, да и так, короче. И мы пошли сразу сюда, там день на второй, и зашли. Все, так заехал. Очень просто. Да, давай я. Колонку.
Я орёл, типа, сейчас вызову полицию. И, типа, мы спрятались, подождали минуты 3, кто-то начал лезть фонариками, орать. И мы просто оттуда еще, ну, типа, побежали просто по всем катакомбам. И что, сейчас больше пока Типа, никого не пускают? непонятно вообще, что там происходит. У них же много входов, поэтому... Можем пьесу послушать, блядь. Мы можем для тебя чисто. Идем покажем. Взять от мусорков. Вообще кайф. Что больше? Тревожности. Во сколько мы начинаем? Вообще в 12, я думаю, мы можем начать раньше, пока все типа тут, и можем сыграть на всех пьесу, блядь. Hello, my name is Vasily. This is my piece at reading. This is reading my piece about me. Okay. Don Juan. Merci. Дон Жуан, грабитель сердец, на вид лет 30 или 6. Сандригайло, друг Дон Жуана, товарищ. Alors, Don Giovanni, voleur de cœur. Il a l'air d'avoir 30 ou 36 ans. Sandrigallo, l'ami, le camarade de Don Giovanni. Эльвира, подруга Дон Жуана, влюблена в него. Elvira, amie de Don Giovanni, amoureuse de lui. Мать. Mère. Отец. Père. Первый акт. Premier acte. Дон Жуан. Мне 30 лет, и от меня постоянно уходят девушки. Дон Жуан, мне 30 лет, и от меня постоянно уходят девушки. Громче, тебя нихуя не слышно. В смысле, я не пытаюсь с каждой построить какие-то отношения, влюбляюсь до них до безумства, но построить взаимоотношения не получается ни с кем. Это странно, и так было всю жизнь с самого детского сада. Я хочу самой счастливой жизни всем. Когда-то мы будем все счастливы. Иногда я знаю то, что знаю, а иногда случается самое важное. Это отношение друзей к этому миру. Таблетки начинают действовать, и мое спокойствие нужно перемешивать с никотином. И этого невозможно без него как-то уже существовать. И все остальное похоже на рак, который оседает где угодно, но только не в том, что аккуратно спрятано вместе с нами. Les médocs commencent à agir et ma tranquillité d'esprit doit être mélangée à la nicotine. Il m'est impossible d'exister autrement. Tout le reste est comme un cancer qui s'installe là partout, sauf dans ce qui est soigneusement caché en nous. Psychiatre, bien sûr, ce n'est pas la fin et le monde ne se limitera pas à cela, même après ma mort. Il faut rajouter d'un état d'obéissance à des faits comparatifs de la vie. Текст. Возможно, в самой страшной сказке на самом интересном месте возникает пауза, от которой невозможно отвлечься. И эта пауза действительно является нашей с вами жизнью, за которой и город не город, океан не вода, а только сухопутное зрелище лошадей. Нихуя непонятно. Блин, так, это такой... Вася, ты должен раздавать этим зрителям текст. Не должен. Не должен. Дай, я Дорогой, распечатаю. не дам я тебе текст, извини. Ну и не надо. Ну, а так непонятно. Я тебя понял.
Ладно. Да, давайте сыграем быстро. Вот сначала, да, там с этим занавесом, там совсем. Настя, иди сюда. Véronique était pour moi un terme botanique qui convoquait dans la mémoire des fleurs blanches à l'odeur suffocante qui poussaient sur une plate-bande de sud, restées très loin dans l'enfance. Je me contentais uniquement de la dernière syllabe, ce qu'il était indifférent. Il n'avait aucun goût de la musique des mots. Мои друзья не взлюбили Нику сразу. Но требовать от Ники иного было так же глупо. Как ожидать от идущего по асфальту пешехода чувство признательности к когда-то проложившим дорогу рабочим. Connasse. Да. Короче, знаете, что я думаю? Мне нравится, да, и темп ваш нравится, там, и нравится тот последний монолог, ты его читаешь. Там и голову к нему наклоняешь. Но я забыл, что мне не нравится. Нет, мне не нравится, не записывал. И там, короче, такой момент, сейчас вспомню. Ну, как падаешь, так себе, ну, уже лучше, да. Ну, тренируйся. Да, там. Антон хорошо с этими перчатками. Как-то, ну, как-то осознанно, классно, мне нравится. Bouge pas la tête et regarde-moi. Et ensuite, tourne doucement la tête vers moi. I can see the shirt. You think it's possible to remove the shirt and just keep the sweater? Yeah? Okay. Можешь футболку снять? И одеть свитер только. Что? Снять футболку и одеть свитер только. Просто Ну, если вы себе- Где я нахожу людей? Людей я нахожу в Инстаграме, в Фейсбуке и знакомых. В принципе, тут действует правило слухов. И все на уровне слухов, в принципе, как бы распространяется информация про наш театр и про кастинг и про прочее. Люди сами пишут как-то. Все-таки 12 лет прожил в Москве, и у меня есть какое-то имя там. И, в принципе, еще пишут на какое-то имя. Встречал. Bonsoir. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Ça va. Ça va. Russian ça va. А vous? Сова. Покажет видео, где сова, да? Сова. А, окей. А как по-французски сова? Да швед? Швед? Да. Швед, так не так здороваться. Что, еще не началось? Я тоже хочу заплатить.
Вашу сам? Просто варуш, да? Да, варуш, да. Да. Вот просто меню. Черпак. Черпак. Хуже. Мешать. У нас есть ван блан? Нет, вообще. Окей. Чай и цикорий. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you in our binary bio theater. Today is a very important day because we are play our 14th play, and I'm very happy to play in here, Paris. Or more exactly, Noisy-le-Grand. During my work on this play, I was asking myself, what am I doing here? Is all this real? Who am I talking to? I'm missing the past, but life is beautiful. La vie est belle. В столетнем мраке черной ели краснела темная заря. И светляки в кустах горели. С зеленым дымом янтаря. Une fois, je l'ai vu, quand il, sans perdre ses terres, fouillait dans les poubelles. Je passais devant. Il a levé les yeux et m'a regardé attentivement.
мы оценили, типа, вот, есть много вещей в этом спектакле, которые очень хорошие, и в этом ты как бы, то есть, вот, просто интересно, что есть какие-то моменты, которые для нас по-другому, может быть, вообще выглядят, чем для тебя, для зрителя. И тоже для зрителя в другой культурной нужно тоже как бы другая, это тоже другая культурная традиция. Да, потому что ты сказала нейтральная зона. Какая нейтральная зона? Нейтральная. Это вообще не нейтральная. Какая нейтральная сквот, нейтральная зона, грубо говоря. Здесь супер много контекстов. Женщина, мужчин никогда не будет никакая нейтральная зона. Это просто для меня это невозможно. Просто это везде существует проблема мужчины и женщин. Проблема? Какая проблема? Ну просто если Адель имеет в виду, что если у тебя есть на сцене, типа, есть мужчина, который изображает мужчину, и женский персонаж, который вроде как мы понимаем, как зритель изображает женщину, то это в любом случае не нейтральная какая-то ситуация, и что как бы ты себя как-то с ней ассоциируешь. Вот. Если ты имел в виду нейтральность с точки зрения культурной, то тоже как бы это не нейтрально, что тебе кажется, ты нигде, но люди, которые здесь живут, для них это конкретное место, да, я понимаю. которое с кучей смыслов тоже. Да? Я понимаю, я имею в виду в том, что чтобы вы понимали, что в России театр, он, где тебе все время навязывают, обязательно тебе навязывают что-то. Поэтому я не работал в государственных театрах, чтобы мне никто никогда не навязывал то, что, блядь, мы не можем разжечь костер на сцене. Когда вы зашли, я подумала. Да, вы не можете это сделать. У меня в райдере, типа, там, разжечь костер на сцене. Типа, я не знаю, я, может, захочу это сделать. И как бы, что такие ограничители, типа, их становится, там, я от них избавляюсь, то я, как бы, более-менее, там, свободен в своем посыле, чтобы сделать. Я понял вопрос про, что это нейтральная зона, что это вот так. Есть да, это просто почему ты использовал нейтральную зону, что ты хотел сказать, потому что, как я это поняла, ты не может быть. Всем пока, спасибо. Пока, спасибо. Спасибо. Познакомиться. До встречи. Давай. Пока, до встречи на связи. Пока, всем пока. Пока. Счастливо. Пока. Вообще удивляюсь, когда там дело спектакль, он проходит, и удивляюсь, как вот это вот можно было сделать. То есть мне просто кто-то ведет внутри меня, и потом смотришь, как оно все само идет, и думаешь, неужели это так прекрасно может быть? А как ты в идеале видишь свое место? Ну, я очень амбициозный человек. Я вижу там свое место как быть таким Walt Disney, ну что Скрудж Макдак, да, что были такие вещи, чем занимались, чтобы они стали действительно такими популярными мультиками, известными. Только пусть будет спектакль или там, песня. Или... Я думаю, что спектакль может быть настолько же популярен, как мультик. Да. Конечно. Ну, смотри, вот Трей Паркер, мне нравится Трей Паркер, я очень люблю его. Создатель Саус Парка. Угу. Я очень люблю его мюзикл. Мюзикл это что, книга Мормонов? Книга Мормонов, да. Угу. То есть, понимаешь, и видишь, как в мультиках он делает мюзиклы. Угу. Как они там поют, как они двигаются. И это мультик. Но уже дальше, нужно дальше идти. То есть, мне бы хотелось что-то такое. И я себя вижу таким. И я иду уверенно к этому. Быть богатым и знаменитым. И ты веришь, что ты к этому придешь? Конечно, безусловно.
Закрой рот, Пакли. Ты стонешь, как дятел. Тебя не убили, лишь потому, что жалились. Рожая жабрами жадно каждого. Моя братва за занавесом. Пацаны, Россия наша. Врачебная тайна. Шамбала изъянов. Обезьяне бега похожа на драку. Драку похож на Дракулу. Драколом проебашил кожу. Прошло несколько лет с тех пор, как я вырос. Несколько лет, как я сдох. Хором поют птицы. Сигналит светофор. Хоррор в провинции. Топор тупое. Холодное оружие. Ружье висит на стене. Стекло застряло в коже. Жандармы, пидорасы. Адреналин по просьбе просящих. Шило для звенящих. Животновод на замечание страждущих. Ища покоя животнотворящих. Закрой рот, Пакли. Ты стонешь, как дятел. Тебя не убили, лишь потому, что жалились. Рожая жабрами жадно каждого. Моя братва за занавесом, пацаны, Россия наша.